Всем привет! Вы на канале Данила Толстых. В этом видео я буду делать кухонный стол. Необычный стол, овальный стол или полуовальный, еще не знаю. Первый раз в жизни делаю стол кухонный. Во-вторых, первый раз в жизни делаю овальный стол. Буду пробовать изготавливать либо фрезерный кондуктор, либо как-то еще. В общем, присоединяйтесь ко мне, смотрите видео до конца, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Приятного просмотра. Для основания нашего стола будет использоваться фанера 21 мм толщиной. Стол будет длиной 1,5 метра, плюс-минус. И фанеру я использую 1,5 на 1,5. Для начала попробуем нарисовать здесь наш стол, форму нашего будущего стола и посмотреть, что из этого получается вообще и получится ли что-нибудь. Ширина стола будет около 100 сантиметров, 100 на 1,5 или 90 на 1,5. Сейчас отмерим 90, потом посмотрим. После того, как мы закончили разметку, нам надо начертить эллипс или наш овал. Для того, чтобы начертить овал, нам нужен большой циркуль, но большого циркуля у меня нет. Поэтому при помощи разметочного циркуля и карандаша и нескольких стяжек я делаю наш большой циркуль. И после этого черчу наш овал. После этого мы находим наш центр, пытаемся еще как-то сделать наш овал. Я использовал все, что мог, изгибал линейку для того, чтобы получить плавные переходы, но в общем у меня ничего не получилось. После этого я все бросил и решил делать профессиональный кондуктор для выфрезерования эллипсов для фрезера. Для изготовления кондуктора я использую фанеру толщиной 15 мм. Сначала разрезаю ее на квадрат 60 на 60 см, для того, чтобы в дальнейшем на нее приклеить квадратики размером 25 на 25. Ну, вообще-то размеры не имеют значения. Главное, чтобы получился прямоугольный квадрат, точнее квадратный квадрат. Все наши заготовки, для начала я на них делаю небольшую фаску, где-то 10-15 градусов, чтобы получился типа треугольника. Для того, чтобы наши бабышки в дальнейшем ездили по нашим салазкам без всяких выскакиваний и закусываний. Далее, при помощи быстро схватывающегося клея, я приклеиваю наши заготовки к нашему основанию, стараясь отцентрировать все при помощи наших длинных бабышек, которые отрезаны были заранее. Из этих же длинных бабышек в будущем я и нарежу наши маленькие бабышки, на которых будет ездить каретка для фрезера, которая будет выфрезеровывать эллипс. После того, как мы все приклеили, проверяем, что все наши салазки двигаются без всяких закусываний. И приступаем к тому, чтобы на всякий случай усилить основания наши и наши квадраты, по которым будут ездить бабышки, наши салазки так называемые. Прикручиваем их просто саморезами, после немного все отшлифуем, чтобы не было никаких заусенцев, и продолжаем работу. От тех длинных заготовок я отрезал две вот такие вот бабышки, размером примерно 6 см длиной. Далее их немного сошлифовал, чтобы сгладить все острые углы, чтобы они более плавно скользили по нашей каретке. Далее я также отшлифовал немного само основание наше. Потом в наших бабышках я просверлил отверстие на 8 и углубленное отверстие сверлом Форстнера, чтобы туда вставить винт М8. За кадром также вырезал просто длинную полоску фанеры, к которой будет прикреплен наш фрезер. Прикрутил фрезер к подложке. Поставлю сейчас вот такую фрезу 8-миллиметровую. После того, как мы с вами изготовили наш кондуктор для выфрезеровывания овальных отверстий, для изготовления эллипсов, мы устанавливаем его посередине. Его нужно закрепить к заготовке. То есть либо его приклеить на двусторонний скотч, либо на термоклей. В моем случае я просто прикручу его саморезами, потому что мне не важно основание. Оно все потом закроется. В этой части шаблона мы проделаем отверстие.
8 миллиметров, куда вставятся наши бабышки вот эти. И будем крутить. Сначала устанавливаем в середину, пододвигаем в середину, затем просверливаем в дальнем конце. После весь наш кондуктор, а также все бабышки я тщательно смазал мебельным воском, для того чтобы кондуктор вообще нигде не закусывал и очень плавно крутился, двигался и все работало очень плавно и хорошо. Дальше мы устанавливаем наш фрезер на наш кондуктор, прикручиваем все это барашками М8 и проверяем, чтобы все крутилось. Под фрезер я вырезал такой же толщины подложку, чтобы фрезер не клевал носом, чтобы фреза не испортила нашу заготовку. Для того, чтобы прикрутить наш фрезер к этой подложке, мне пришлось использовать угловую биту, потому что туда просто не подлазили отвертки, чтобы все хорошо закрутить. Далее проверяем последний раз, что все работает. После к своему рабочему столу я прикрутил высокую палку, чтобы на нее повешать переноску, чтобы в эту переноску включить провод от фрезера, чтобы этот провод не мешал мне в дальнейшем работать, потому что провод постоянно лезет под руку. Дальше можно немного побаловаться, покрутить этот наш кондуктор, чтобы убедиться, во-первых, что все работает, а во-вторых, просто насладиться моментом и насладиться тем, как у нас все это получилось сделать. Чертова магия! Дальше запускаем фрезер, опускаем его и начинаем выфрезеровывать наш эллипс, наш овал. Фрезеруем в несколько проходов, опуская неглубоко фрезу. На всю длину основания я фрезеровать не буду, чтобы получилась меньше погрешность на всякий случай, хоть и все очень жестко закреплено. После того, как мы профрезеровали несколько проходов, я снимаю фрезер и лобзиком вырезаю всю оставшуюся часть. После от нашей заготовки отделяем фанеру и при помощи обгонной фрезы убираем свисавший материал. Приветствую вас в моем офисе. И хочу сказать, что здесь могла бы быть ваша реклама. Так что не стесняйтесь, если у вас есть реклама, или бы вы хотели, чтобы я вас прорекламировал, пишите мне на почту или в контактные социальные сети, и будет вам реклама. А теперь продолжайте смотреть видео. После с братом с полки мы достали заготовку ясеня, которую я заготовил еще 2 года назад. Это была самозаготовка, пилилась она на ленточной пиле LP90. Есть у меня вот такой вот прибор для измерения влажности. Доска это самозаготовка, ясень. Не сушена нигде. Год лежала под навесом, полгода где-то у меня в цеху. До такой влажности высохла. Да, конечно, не столярная влажность, но мы будем из нее делать маленькие речки, напиливать их тонко, склеивать, и должно получиться все нормально. Ну а так влажность более-менее нормальная уже для столярной. Дальше лобзиком я распиливал эту длинную заготовку на более короткие заготовки, длиной по метру примерно. После вне кадра я распустил их на пиле, потом начал прогонять все эти доски через фуганок, чтобы получить базу. Потом решил показать вам котика, своего Санька, который живет у меня в столярке. Соник.
После распускаем наши заготовки еще на более короткие, шириной как вылет моего диска, чтобы эти заготовки потом распустить еще пополам. Ясень у меня получился толщиной 30 мм. Мне надо было его разделить напополам, чтобы вытащить больше материала из заготовки. Ясень довольно плотная древесина, и перед тем как все это пилить, я сначала заточил все свои ножи, а также диски на специальных станках, чтобы очень плавно и все хорошо резалось. После за кадром я нарезал наши заготовки под 45 градусов и укладываю их на место, чтобы посмотреть, как получается наш узор. Затем начинаем приклеивать наши заготовки к столу. Сначала я хотел использовать просто ускоряющий клей и клей для дерева, чтобы быстро крепить наши заготовки, но из этого ничего не вышло. Потом я взял нейлер и потайные гвозди, чтобы прибивать наши заготовки на время к столу. Все тщательно промазывал клеем и затем прибивал несколькими гвоздями заготовку к столу. Гвозди самые маленькие, которые у меня были, 20-ки, по-моему. Да, конечно, гвозди они будут торчать, но их видно не будет. Они так хорошо забиваются, что после я клеем с опилками немного заделывал все щели, вот эти гвоздички, и их вообще не видно получается. После при помощи магии и монтажа очень быстро получается сделать наш стол. Далее все эффектно сдуваем и проверяем, что у нас получилось. Свисающие части я просто обрезал лобзиком, а после также прогнал фрезером с помощью обгонной фрезы. После просмотра промежуточного результата приступаем к небольшой шлифовке, чтобы выгладить все наши неровности. Очень быстро я понял, что неровности больше, чем я ожидал, потому что делал все наспех, не очень получилось, конечно, но ничего. Для того, чтобы исправить все свои неровности, мне пришлось изготовить еще один фрезерный кондуктор, каретку, для того, чтобы при помощи фрезы выровнять всю нашу плоскость. Закрепил заготовку при помощи саморезов по краям. Поставил вот такие импровизированные салазки, сделал каретку, установил фрезер, взял фрезу, которую не жалко, потому что там все-таки гвозди, и начал фрезеровать. Работа эта несложная, просто вводим фрезер туда-сюда, срезаем лишний материал. Таким образом у нас получается очень ровная поверхность с небольшими волнами от фрезы. Фрезу я использовал обычную 24 мм пазовую, и все выровнялось. За кадром были изготовлены тонкие длинные полоски ясеня, которые будут использоваться в качестве окантовки. Пришел мой брат, потанцевал и решил мне помочь все-таки. Для начала все наши полоски я намазал клеем. Работа оказалась очень сложная, непредвиденные обстоятельства выявились. Очень грязная работа оказалась, но ничего, мы справились, помучились полчаса, изгибали. Всеми возможными способами пытались закрепить нашу полоску к нашему столу. Потом в дело пошел нейлер, но нейлер не удерживал изгиб, пришлось взять пистолет потяжелее, прибивал гвоздями. Потом все стягивали струбцинами, где могли. После того, как все примерно закрепили, взяли ленточную стяжку, одели ее и стянули как возможно со всех сторон, чтобы получилось равномерное давление. После эти выступы я сначала при помощи ручного рубанка убирал, чтобы в дальнейшем фрезеру обгонной фрезой было легче сфрезеровывать эти неровности. После обгонной фрезы я приступил к шлифовке, начал от 80 единиц до 150, после немного скруглил фаски обычной фрезой, для того, чтобы получить закругленные хорошенькие углы. И уже приступил к окончательной шлифовке. Шлифовал до 240 грит,
Шлифовательный процесс это, конечно, не быстрый, но все получилось вышлифовать практически в зеркало. Дальше я не старался, и так получилось очень хорошо. Ясень переливается, разноцветный он. Дальше приступили к покраске. Красильщик у меня просто отменный. Опять-таки мой брат. У него очень профессиональный костюм для покраски. И вообще после покраски получилось, конечно, очень круто. Ясень преображается. Вся эта структура, его разноцветность очень красиво смотрится и видится. После покраски я приступаю к тому, что надо изготовить подстолье. Для подстолья я буду использовать просто профильную трубу, варить ее, делать необычные ножки. Особо этот процесс показывать не буду, покажу вскользь и быстро, потому что и так видео получается очень длинное. Для подстолья я использовал трубу 60 на 40. Варил просто при помощи полуавтомата на заводских настройках. Полуавтомат у меня хороший, настраивается все одним рычажком. Сначала все ставил на прихватке, потом все проваривал, зачищал швы болгаркой, лепестковым кругом. Вот такой результат у меня получился. После этого подстолье также отправилось в покраску. Покрасил я это все в черный цвет. Вот такой вот результат у нас получается. Глянцевый, черный, красивый цвет. Вот так выглядит столешница, пока лежит на просушке. Очень красиво получилось. Мне очень нравится. Были, конечно, сложности, но мы их преодолели. Для первого стола это очень отличный результат, я считаю. Вот так вот, посмотрите, выглядит при свете. Но это лак еще, конечно, не высох. После того, как лак высохнет, мы все располируем. Покрашено было в 2 слоя лака. После была полировка. Есть у меня полировальные пасты. Все это было располировано в зеркало и выглядит очень круто. А вот так выглядит стол уже в сборке. Уже мы его собрали, отнесли домой. Вот такие ножки получились. Снизу фанера была закрашена тоже. Вот такой вот стол. Эффект листа, мне кажется. Елочка, лист. Выглядит прикольно, ясень, смотрится круто. Вот такой вот получился результат. Этот стол я делал для своего брата, ему домой на кухню. Вот он установлен. Решил вам напоследок показать, какая крыса у него живет, а точнее крыс, потому что это мальчик. Вот так вот. Спасибо за просмотр еще раз. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. Всем пока.